Всем привет! В сегодняшнем видео без лишних слов коррекция с сюрпризом. Сегодня ко мне на коррекцию попали такие ногти. Вначале я обрадовалась, что работа сегодня предстоит мне интересная, но на тот момент я еще не подозревала, насколько сильно удивят меня эти ногти. На первый взгляд я видела лишь огромное количество материала и плюшки на ногтях, которые я с нетерпением хотела спилить. А что вы скажете про этот чудо-дизайн, скажем так, дары осени? Как по мне, это просто бомба. Далее, ничего не подозревая, я взяла керамическую насадку с черной насечкой. Почему такую грубую? Да ведь снимать здесь очень много материала. Поэтому, чтобы не тратить время, я сразу воспользовалась тяжелой артиллерией. На максимальных оборотах я стала снимать старый материал. Блестки летели во все стороны. И с каждым шагом, избавляясь от дизайна, я стала подозревать неладное. И уже когда ноготь в прямом смысле слова потек, я поняла, в чем же дело. Но этот приятный и интересный момент я решила оттянуть на немножко попозже, а пока решила разобраться с отслойкой. Как всегда, чтобы убрать подобную проблему, я решила истончить материал по контуру и затем без проблем убрать отслойку. Но не тут-то было. Поприветствовав подозрительно зеленое пятнышко под материалом, я решила все же перейти к другому ногтю, надеясь, что на других ногтях подобных сюрпризов меня не ожидает. Но как я была не права. Я продолжала снимать эти безобразные блестки. И моя насадка вновь начала проваливаться в ноготь, просто утопать в нем. Я перешла к следующему ногтю. Но ситуация, к сожалению, вновь повторилась, и мне пришлось часто чистить насадку, ведь она забивалась материалом и отказывалась работать дальше. Поэтому я решила не откладывать неизбежное и решилась потыкать в указательный ноготь. Посмотрите, что из этого получилось. Нажимая на ноготь, из него вытекает с разных мест. Поверьте, вживую выглядит это немножко мерзко. Но я сразу успокоила клиентку и объяснила, что это всего-навсего не просохший материал. Дело в том, что на ноготь нанесли много геля, и он в лампе не смог застыть полностью. Затвердела лишь поверхность ногтя, в результате чего во время коррекции весь застывший материал я спилила, а в середине искусственного ногтя сидел жидкий гель, который ждал, когда же его освободят. Если честно, не очень приятно осознавать, что ты ходил, а у тебя в ногтях была какая-то незастывшая жижа. А для любителей давить прыщи я могу записать туториал, что нужно сделать, чтобы получить подобную гадость. С помощью аппарата от такой проблемы избавиться вам будет очень и очень сложно, ведь фреза забивается искусственным непросохшим материалом и просто перестает спиливать. Поэтому от этой проблемы я буду избавляться с помощью щипчиков. Беру обычные щипчики и прокусываю материал по краям. Вот как вы работаете с кутикулой, то же самое я делаю с гелем. Затем беру шпатель, просовываю его в отверстие и просто поднимаю пленку геля. Затем все, что не просохло, снимаю салфеткой. То же самое делаю и на остальных ноготках. Подрезаю край застывшего геля с одной стороны. Также подрезаю край и с другой стороны. Засовываю шпатель и снимаю застывший гель. Так как держится он на незастывшем материале, просто на жидком геле, убирается он с легкостью. Салфеткой вытираю жидкий гель, и крупные кусочки можно доработать щипчиками. Признаться честно, такая коррекция мне очень даже понравилась. После все ногти нужно обработать дегидратом или средством для снятия липкого слоя. Можете взять спирт и тщательно протереть салфеткой, чтобы убрать всю липкость и весь незастывший материал. И уже после остатки застывшего геля можно доработать аппаратом. Но меня еще ждет указательный ноготь с отслойкой, в котором виднелась зелень. На самом деле это просто отслойка, которая со временем пожелтела и туда попала влага. Ни грибка, ни плесени там нет. Поэтому я аккуратно срезаю щипчиками саму отслойку, срезаю по нижнему краю. Радуюсь, что с ногтем в принципе все в порядке, и принимаюсь аппаратом дорабатывать все оставшиеся кусочки геля.
И когда уже ногти приняли привычное для меня очертание, я взялась за пилочку. Сейчас необходимо выровнять длину ногтей, скорректировать форму торца и зашлифовать поверхность ногтя. Это все я делаю пилочкой абразивностью 180 на 240 грит. Аккуратненько смягчаю углы ногтей, делая форму мягкий квадрат, зашлифовываю поверхность, убираю все отслоечки. После опила часто на натуральных ногтях остается такая бахрома. Ее перед покрытием обязательно нужно убрать, чтобы покрытие было ровным. Для этого я беру бафик и бафиком опиливаю торец ногтя, ведя бафик снизу вверх. После перехожу к работе с кутикулой. Аккуратно пушером отодвигаю кутикулу и отклеиваю ее от ногтевой пластины. Пушером отодвигаю лишь кутикулу и не стараюсь сдвинуть пушером птеригий. Затем беру алмазную насадку с красной насечкой формы пламя. Основной упор насадки делается на кожу, а щечка лишь едва мягко касается ногтевой пластины и счищает птеригий. Так я раскрываю кутикулу, сначала работаю с левой половиной, затем аппарат переключаю на реверс и работаю с правой половиной. Работая с правой половиной, я меняю захват пальчиков и пальчиками хватаюсь сверху. После я влажной салфеткой протираю все ноготки. Таким образом я избавляюсь от пыли и увлажняю саму кутикулу, чтобы ее срез прошел легко. Для среза использую ножнички Stalex и аккуратненько, делая маленькие шажочки, продвигаюсь в бок, срезая кутикулу. Так как ногтевая пластина находилась в долгом контакте с влагой, с непросохшим жидким гелем, ногти я дополнительно просушиваю и покрываю их кислотным праймером. Так как ногтевая пластина здесь довольно гибкая, использовать я буду раббер-базу фирмы Molecula. Для того, чтобы ускорить этот процесс на всех ноготках хаотично, я оставляю объемную каплю базы. Затем плоской широкой кистью втираю базу сразу во все ноготочки. Таким образом, не стоит бояться, что база затечет на кожу, и процесс происходит намного быстрее. Запечатав торец, сушу базу в лампе. Для того, чтобы придать ноготкам прочности и жесткости, я беру файбер-гель фирмы Molecula. Это гель с частичками стекловолокна. Он делает ногтевую пластину супер прочной и улучшает качество носки материала. Наношу его тонким слоем на все ноготки. После просушиваю все ногти в лампе. Затем беру гель-лак фирмы Венолиза номер 913. Это плотный, хорошо пигментированный гель-лак. Даже нюдовые оттенки ложатся всего в 2 слоя, не давая проплешин. Ссылку на материалы скину в описании под видео. Далее на ногтях я немного порисую. Для этого на палитру капаю нужные для меня цвета. Сейчас вы их видите на экране. Нежно-сиреневым цветом я рисую 3 лепесточка, соединенные в центре. Что-то похожее на лопасти вентилятора. Зафиксировав лепестки в лампе буквально 5-7 секунд, я беру темно-серый цвет и рисую такие же лепестки между предыдущими. Также фиксирую этот слой гель-лака в лампе буквально 10 секунд. Затем черный гель-лак смешиваю с капелькой топа и получаю полупрозрачный черный цвет. Им я затемняю серединку и обвожу по контуру серые лепестки.
Зафиксировав цвет в лампе 10 секунд, я перехожу к сиреневым лепесткам. На кончик я повторно наношу сиреневый цвет. Под ним ближе к центру наношу немножко темнее. И еще ближе к центру совсем темный фиолетовый цвет. Теперь эти цвета смешиваю и делаю плавный переход. После глянцевым топом с небольшим выравниванием покрываю весь ноготок и отправляю сушиться в лампу. Далее черным цветом гель-лака или гель-краской в центре я рисую прожилки. Белым цветом гель-лака или гель-краски обвожу цветок по контуру. Серединку цветка выделяю глиттерным гель-лаком и отправляю сушиться в лампу. Вернувшись к началу, можно посмотреть, с чем же мне предстояло работать. А сейчас остается лишь любоваться результатом. Напишите в комментариях, а сталкивались ли вы с подобной коррекцией и как с ней справились. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на канал, не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. Дальше больше. Пока-пока.